Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения и о том, как с ними жить и как с ними справляться. Сегодня буду говорить о булимической тетради, о том, что это такое и что с этим делать. Что с этим делать – это моя любимая часть каждого видео. Так вот, нет. Прежде чем я начну, как всегда, я вас прошу подписываться на мой канал, ставить лайки, репостить и комментировать, и любым способом помогать каналу продвигаться в лентах YouTube, потому что именно так больше людей с расстройством пищевого поведения смогут найти эти видео и, может быть, получить помощь. Так вот, булимическая тетрада. Что это такое? Вообще, если вы занимаетесь РПП или читали про РПП, про булимию в частности, вы знаете, что такое булимический цикл. Я тоже где-то говорила про булимический цикл в каком-то из своих видео. И это то, о чем, как правило, говорят, когда говорят о булимии и когда говорят о том, как вообще работать с булимией, справляться с булимией. Что такое булимический цикл? Обычно булимический цикл изображают вот так. Здесь я это показываю сейчас на видео. А булимический цикл – это такой временной период, когда вы сначала очищаетесь, получаете таким образом разрядку, потом вы включаете диету, начинаете голодать, в конце вы переедаете и снова очищаетесь. То есть булимический цикл – это цикл, состоящий из переедания и очищения, а между ними обязательно присутствует диета и период, когда вы испытываете колоссальное эмоциональное напряжение, которое потом и приводит, собственно, к очищению. То есть булимический цикл выглядит так. В идеале, в теории, не в идеале, в теории. Я сижу на диете, я голодный, потому что я очень голодный, я переедаю. После того, как я переел, у меня начинаются жуткие какие-то переживания эмоциональные, я виню себя, и я очищаюсь. После того, как я очищаюсь, я опять голодная, я голодная. Потом я уже настолько голодная, что я не выдерживаю и переедаю. После того, как я переела, я переживаю и очищаюсь. И так по кругу. Это булимический цикл. Но на самом деле булимический цикл состоит не из вот из этих двух, а точнее трех фаз. Я на диете, я переедаю, и я очищаюсь. На самом деле булимический цикл – это тетрада, и он совсем другой. Это 4 компонента. Булимический цикл выглядит вот так. Я переедаю, я очищаюсь, я ненавижу себя за это, и я обещаю себе исправиться. После этого я переедаю, я очищаюсь, я ненавижу себя за это, и я обещаю себе исправиться. Булимический цикл – это система, которая поддерживает булимию в активном состоянии. Пока вы в активной булимии, вы ходите по этому циклу. И это принципиально важно. Заметьте, что в моей тетради нет стадии диеты, потому что это не важно. Потому что это не важно. И эта стадия диеты, которой так придается очень много значения. И всегда говорят: перестань, вот убери диету, и тогда ты не будешь переедать. Да глупости. Глупости, это так не работает. Вы можете убирать диету сколько угодно. Вот эта тетрада, вот этот цикл из 4 пунктов будет прекрасно воспроизводиться и без диеты. И есть люди с булимией, которые успевают проскочить за сутки по этому циклу несколько раз. Несколько раз. Какая там диета, если целый день вы только едите и очищаетесь, едите, очищаетесь? Там диете вообще нет места. И многие люди в острой булимии живут так годами. Они годами живут бесконечно, переедая и очищаясь по нескольку раз в день или как минимум по разу в день. Там нет диеты.
Ей там некуда встроиться вообще, там нет для нее времени. Булимия может состоять только из этого. Еда, очищение, рвота, как правило. Еда, рвота, еда, рвота, еда, рвота. Что обязательно будет в булимии всегда, кроме еды и очищения, это ненависть к себе. Жгучая, яростная, очень жесткая ненависть к себе. И огромное желание исправиться, что-то с этим сделать, больше этого не допускать. Вот эти вещи, переедание, очищение, ненависть к себе и желание, и готовность исправиться составляют ту самую тетраду, четверку булимии. Каждый пункт из этой четверки совершенно необходим для того, чтобы булимия могла существовать, поддерживая сама себя бесконечно долго. Причем, что важно сказать, когда мы говорим про булимический цикл вообще, в любом его состоянии, мы говорим, что цикл нужно разрывать. И цикл нужно разрывать на любом возможном этапе. Если вы можете убрать переедание, прекрасно. Когда вы убираете переедание, как правило, за этим исчезают и очищения. Если вы можете убрать только очищение, и то очень хорошо. Да, переедания еще останутся, но без очищения они потихонечку тоже будут ослабевать. Но точно так же, если вы уберете из цикла ненависть к себе, а для этого нужно принять, что вы больны. И если вы уберете вот это жгучее желание исправиться, а для этого нужно признать, что это вне вашего контроля и вне вашей воли, это тоже будет одним из способов разорвать булимический цикл. Это не значит, что как только вы разорвете булимический цикл, ваша булимия исчезнет. Нет. Но чтобы выздороветь, вам придется этот цикл разорвать так или иначе, удаляя из этого цикла компонент за компонентом. Я бы хотела обратить ваше внимание, с перееданием все понятно, с очищением все понятно, с ними все понятно. Я бы хотела обратить ваше внимание на эти две очень важные и такие недооцененные психологами составляющие: ненависть к себе и желание исправиться. Вообще ненависть к себе – это что-то, что очень характерно для анорексии и для булимии. Вот прежде всего. На самом деле люди с компульсивным перееданием тоже себя, прямо скажем, не любят. Ну так очень мягко выражаясь. Но у людей с компульсивным перееданием больше такого, знаете, презрения, такого отчаяния по отношению к себе, такого неверия. Но им все-таки себя как-то более-менее жалко. Они как-то более-менее относятся к себе по-человечески. Люди с компульсивным перееданием. Ну так, с презрением, так немножко, знаете, как к чему-то такому жалкому, такому какому-то. Ну да, ну вот, конечно, он уважения не заслуживает, но и пинать ногами мы его тоже не будем. А анорексики с булимиками очень даже будут. Очень даже будут. Причем анорексики, они себя ненавидят так вот как-то, знаете, более пассивно. Вся их ненависть к себе выражается в том, что они наносят самоповреждение. Они себя режут, они себя бьют, они причиняют себе всевозможный физический вред. Это анорексия. А булимики очень активные. Булимики прямо активно борются за то, чтобы стать такими, каких они смогут не ненавидеть. Ненависти там тоже очень много. Там ненависть, которая просто, вот знаете, такая готовность убивать. Просто убивать. Убивать себя, естественно.
Это всегда про себя. Но у булимиков это еще такая ненависть, которая, вот это вот желание исправиться, очень с ней связано, они прям в сцепки идут. Я себя настолько ненавижу, и мне это настолько невыносимо, что я не собираюсь с этим мириться. Я клянусь, я сделаю все, я разобьюсь в лепешку, я приложу любые усилия, но я это исправлю. И вот эти две сложные группы эмоций, группы вот таких вот чувств и переживаний, там все намешано, и мысли там же, и все какие-то страшные такие логические конструкции о том, что я должна делать, чтобы я больше не оказывалась в такой ситуации, в которой я себя ненавижу. То есть как предотвратить срыв, потому что вот этот срыв, да, собственно, переедание, даже не очищение, а переедание в первую очередь, хотя за очищение тоже очень стыдно. Вот этот вот срыв, это как такое квинтэссенция, такое воплощение слабости, такой никчемности, бесконтрольности всего, что со мной происходит. Я за это себя ненавижу, за то, что я такая, за то, что я это делаю. Я ненавижу себя за это, но я не соглашусь с этим, и я буду исправляться. Я не готова умереть, как анорексики. Я буду бороться, потому что в булимиках гораздо больше жажды жизни. Они хотят жить, и они готовы бороться за жизнь, в отличие от анорексиков, которые борются за свое право умереть. Булимики борются за право жить, и они каждый раз после срыва дают себе клятву, что больше никогда, что они все исправят, что они больше не допустят этого, что они сделают все возможное, чтобы это прекратилось сегодня, здесь и сейчас. И это никогда не работает, потому что это все часть булимии. Потому что это все, даже эта готовность сделать все возможное, чтобы выздороветь, а точнее не чтобы выздороветь, неправильно сказала, чтобы это прекратилось, это тоже часть булимии. И вся эта система переедания, очищение, ненависть и желание исправиться, вся эта система работает на то, чтобы поддерживать булимию. Поддерживать – это самоподдерживающийся механизм. Что делать? Я уже на самом деле сказала, что делать. Нужно разрывать цикл. Разрывать. И когда вы вот эта вот ненависть к себе убирается тогда, когда вы признаете, не только на словах, когда вы всем сердцем признаете, что у вас булимия, что вы больны, что это так, что вы не можете этого контролировать, что вы можете сколько угодно обещать себе исправиться, но это вне вашей власти. Это невозможно так сделать, это так не работает. Вот эти эмоции из системы таким образом нужно будет убирать, сказав себе, что есть, то есть. Да, это вот так. Да, это вот так. У меня там каштановые волосы, карие глаза, и у меня булимия. Это вот так. Это не часть моей личности, это не часть того, кто я. Это часть того, кем я стала. Это часть того, как я живу. И это вне моего контроля. И это ужасно неприятно признавать и говорить, потому что это про то, чтобы сдаться. А булимики не сдаются. Булимики никогда не сдаются. Но на самом деле это про то, чтобы перестать бороться с ветряными мельницами. Потому что, возможно, это красиво и благородно, а на деле это бессмысленно. Потому что от этого никому не хорошо. И это не про то, что нужно сдаваться.
Это про то, что нужно перестать биться в стены, потому что в стенах есть двери. Потому что в стенах есть двери. И если вы не видите этих дверей, это не потому, что их нет. Это потому, что вы не видите, потому что вы не знаете, где искать. Поэтому идите к специалистам, и они вам скажут, где эти двери и как их открыть. А многие и сами находят, знаете. Ладно, многие, это я загнула, конечно. Некоторые. Некоторые и сами находят способ. Я такие случаи знаю. Вот, собственно, и все, что я хотела сказать про булимическую тетраду, которая не совсем таки похожа на булимический цикл, как его обычно изображают, состоящий из диеты, переедания и очищения. А на самом деле он включает две очень мощные составляющие, такие сложную и состоящие из сложной смеси чувств и мыслей, в которых человек с булимией сначала ненавидит себя настолько, что он готов себя уничтожить, но затем его жажда жизни побеждает, и он снова и снова дает себе клятву сделать все возможное, чтобы этого больше не повторилось. Только для того, чтобы это повторилось на следующий день. Все. Подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки на них, как всегда, в описании. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там есть группа поддержки, в которой вы всегда можете получить помощь. И мою, потому что я все время там, я отвечаю и на вопросы, и комментирую, и слежу, чтобы там не было никакого хулиганства. Вот. И через социальные сети вы можете меня найти, если вдруг вы хотите со мной связаться, если я вам нужна. Пока!